Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Прошедший год был богат на события в криминальном мире. В большинстве своем они были хлопотными и печальными для мафиози. 10 октября из испанской тюрьмы Сота-дель-Реаль освободился знаменитый вор в законе, 69-летний Ториэло Няни. По мнению экспертов, это может полностью изменить расклад сил в криминальном мире страны. Интересно, что до середины нулевых Няни был практически неизвестен в России, поскольку он эмигрировал во Францию еще в 1991 году, а затем переехал в Испанию, где подвязался в строительном бизнесе. Именно Няни, вместе со своим старым другом-вором в законе, Захарием Калашовым, придумал схему по отмывке криминальных денег через покупку зарубежной недвижимости. Во время масштабной спецоперации «Оса», когда испанские силовики задержали 28 участников русской мафии, состоявшей из граждан Грузии, России и Украины, Няне удалось бежать. В Россию Таро приехал богатым человеком и сразу же заявил о себе, вступив в конфликт с признанным лидером отечественного криминала Асланом Усаяном. В 2009 году Таро посадили на 10 лет за вымогательство и похищение человека. Он отбывал срок в знаменитом ИК-6 в Оренбургской области «Черный дельфин». После ареста Няни дед Хасан объявил его отступником и инициировал лишение его воровского титула. Это привело к затяжной и кровопролитной криминальной войне, в ходе которой был убит и сам Усаян. Няни был выдан Испании российскими властями 2 года назад. И вот Таро на свободе, а его враги теперь не могут чувствовать себя в безопасности. Это относится даже к таким влиятельным законникам, как Василий Христофорович Шушинашвили. В апреле этого года в фитнес-клубе элитного ЖК «Алые паруса» средь бела дня на глазах посетителей был застрелен известный 40-летний криминальный авторитет Али Мусей Паглы Гейдаров по прозвищу Альберт Рыжий. Киллер снял в том же жилой-комплексе квартиру, куда заселил свою 24-летнюю зазнобу. Убийца записался в местный фитнес-клуб под чужим именем и выслеживал жертву около 2 недель. Киллер пытался сбежать с места преступления. Между домами, где расположен фитнес-клуб, он оставил рюкзак с пистолетом-пулеметом «Скорпион» и 2 полными магазинами от него. Матлаба Султанова задержали уже спустя несколько часов. Вначале Султанов говорил о том, что убил Рыжего из-за мести за оскорбление. Но спустя некоторое время начал давать признательные показания в исполнении заказного убийства. В мае 2020 года Рыжий вышел из тюрьмы, он стал первым вором в законе, которого освободили условно-досрочно. Тем не менее, Алик прослыл дерзким преступником, с которым лучше не связываться. В воровской среде Рыжего считали фартовым, потому что Гейдаров пережил 3 серьезных покушения и до апреля этого года выходил сухим из воды. По некоторым данным, с Рыжим могли расправиться криминальные авторитеты из клана Застреленного в 2020 году Надира Салифова. После смерти Гули Рыжий якобы решил подмять под себя овощной бизнес в Москве. В позапрошлом году в России появилась напугавшая преступный мир новая антиворовская статья Уголовного кодекса о занятии высшего места в преступной иерархии, часть 1, статья 210.1. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Силовики могут возбуждать дела не только против воров в законе и авторитетов, но и против смотрящих от криминального мира за лагерем или камерой. Однако с практикой по этой статье в 2021 году были проблемы. Первым стал Томский областной суд, вынесший на основании вердикта присяжных оправдательный приговор первому подозреваемому в занятии высшего места в преступной иерархии Николаю Кузьмичеву по прозвищу Коля Томский. Также после 40-минутного обсуждения в совещательной комнате присяжные единогласно признали невиновным Константина Найбауэра по прозвищу Костя Канский, единственного немца в воровской семье. Несмотря на то, что Найбауэр лично называл себя вором в законе на камеру, присяжные решили, что у следствия нет достаточных доказательств его вины.
В ноябре завершилось расследование в отношении 57-летнего Сергея Буторина по прозвищу Ося, которого считают лидером одной из самых кровавых и жестоких банд 90-х Ореховской ОПГ. Осю и его телохранителя Марата Полянского, который занимался подбором киллеров, обвиняют в покушении на милиционера. Сам Полянский – выпускник Ленинградской военно-космической академии и мастер спорта по военному единоборству. По данным следствия, 3 декабря 1998 года Полянский караулил милиционера вместе с другим членом банды Александром Васильченко. Полянский якобы выстрелил милиционеру в голову из автоматической винтовки, но тот выжил. Для Буторина новое дело уже ничего не изменит, ранее он получил пожизненный срок. Другое дело: Марат Полянский, который активно сотрудничал со следствием, признался в убийствах и сдал остальных членов банды, получив лишь 23 года тюрьмы. Свой срок он уже практически отсидел и должен выйти в 2026 году.